Всем привет! Сегодня я опять же хочу показать такой небольшой, но интересный узор, который нашла на просторах интернета, решила оставить у себя на канале, чтобы самой не забыть. Ну и получается, вы тоже узнаете о нем. Для этого я беру сначала два отрезка вязаного шнура и вот крайним слева вторым отрезком я начинаю делать как бы крепление, ну, это фриволите называется, но я вижу в этом еще лицевое крепление одной нитью. Это очень интересное такое как бы плетение. Если вы умеете это делать, одной нитью делать крепление, то это очень здорово. Как вы видите сейчас на видео я показываю, что нужно заводить именно за две нити, то есть нить, которой вы делаете это крепление, сначала спереди, а потом сзади. То есть там есть некоторые особенности, опять же, мои комментарии могут быть излишни, но сейчас вот я показываю, как можно перейти к другому цвету и как это будет все смотреться. Если вы будете делать это из одного цвета, то это тоже вполне все возможно. Главное, смотрите, чтобы у вас получалось именно как бы лицевое крепление, чтобы перемычка смотрела каждый раз на вас. То есть не получалось так, что вы просто заводите нить, и у вас получается такая, как почти витая цепочка, закругляется, как бы нет. У нас должны получаться именно как это, лицевые крепления, то есть вот эти две ниточки и перемычка. И так мы переходим туда-сюда, обратно, и получается вполне такая себе тоже волна, ее можно, возможно, назвать. И вот эта одна нить, она вот так вот соединяет. Я на самом деле еще пока что не придумала, куда можно такой узор будет приспособить, но в любом случае пусть он остается у меня на канале, и я хотя бы его смогу найти, увидеть у себя и куда-нибудь его приспособить, это точно. Но, может быть, у вас возникают какие-то идеи уже сейчас, и пишите тогда в комментариях. Вот, и пишите, видели ли вы такой узел. Вот сейчас, кстати, я, видите, неправильно сделала. Тут есть важный момент, что мы сначала заводим нить над двумя нитями, а потом под, как бы, и вставляем в петлю. Это самый вот важный момент, чтобы получилось именно лицевое крепление одной нитью. Я выполняю плетение сначала вот из вязаного шнура, вам показываю. Далее у меня там хлопковый шпагат 5 миллиметров. И далее крученая веревка 3 миллиметра, по-моему. Такая очень тоненькая, решила взять. Ну и то есть наглядно видно, из чего, как получается. Ну, мне кажется, вязаный шнур очень круто смотрится. Если одним цветом бы еще было, тоже здорово. Шпагат, он, как всегда, более мягче, а крученая веревка создает, естественно, фактуру. Ну, если вы плели, то вы знаете, я думаю. Вот, узор достаточно простой, можно как-то обыграть его, я думаю. Всем доброе утро! Я хочу начать понедельник с напоминания о моем курсе по макраме, который стартует уже меньше, чем через месяц, 23 и 25 числа. Почему 2 дня? Потому что у нас разделился курс на две группы, будничная и выходная. Будничная будет по вечерам, выходная после обеда. 2 занятия в неделю у нас будет. Также курс разделен на базовую часть и часть мастер-классов. По 4 занятия в каждой. Вы можете выбрать, например, только базу. Вот. Курс будет проходить в Петербурге. Я вас очень жду. Все описано в актуальном, сохранено в отдельном посте. Если остались
Все 3 вида получились. Мне кажется, из крученой веревки мне даже сейчас как будто бы больше нравится. Вот, пишите, как у вас, вызывает ли интерес этот узор или кажется слишком простым. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ставьте лайки и до встречи в новых видео. Пока-пока.